Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, случайно заглянул на канал Таро Инспирационы. Общий Таро-расклад. Узнай, как изменится твоя жизнь в 2025 году. Что спешит вашу жизнь? Давайте раскроем через подсказки карты и останемся реалистами, поскольку жизнь не бывает полностью предсказуема. И в 2025 году возможно все. Смена направлений вашей деятельности и перемены в личной жизни. Планетарные транзиты в 2024 году нас могли словно подготавливать к тому, чтобы принять новую реальность. И начало года мы встречаем, когда Уран, планета перемен, инноваций, находится в знаке зодиака Телец. Это все то, что касается благополучия. И неважно, когда вы открыли это видео, значит, на тот момент в вашей жизни, когда вы увидели это видео, что-то происходит такое, что для вас тоже будет важно знать. И есть еще то на начало года, вы можете проанализировать, если опять же открыли видео позже, что нам придется упорядочить или организовать в нашей жизни. Может быть, это какая-то и прошлая ситуация. На что-то придется нам с вами решиться, это точно. Или какая-то уже не новая, может быть, проблема или вопрос, скорее адаптироваться к новым условиям, потому что в 2025 году может приходить как и новые обстоятельства, новые условия жизни. Где-то нам придется корректировать свои планы, или мы можем оказаться в новом социуме, или сами и вы инициируете и хотите поменять свое окружение. Значит, тоже какой-то процесс адаптации, он предусмотрен. Давайте узнаем подсказки карт. Одним словом, я буду благодарна безмерно вашим комментариям. Я не всегда отвечаю, это правда, потому что просто по времени не хватает. Но я читаю, и, поверьте, для меня очень важно то, что вы пишете. И вы мое вдохновение. Итак, давайте будем узнавать. И первая колода, я хочу вот именно с нее начать. Вторую мы немножко оставим на потом. Как обычно, мы выполним сигнификацию, чтобы вы могли сориентироваться, насколько для вас актуален этот расклад. Подходит он или нет в целом. Итак, кто вы? Только хотела сказать. И нам перевернулась королева Пентаклей. Это та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Это ваши новые планы, это ваше творчество, личное дело, личный бизнес, у кого что, или ваша работа. Вопросы дома. По сути, это олицетворение Тельца. И Уран пробудет еще продолжительное время в 2025 году. Январь у нас сопряжен, когда Уран в ретро-движении. Еще могут возвращаться в январе какие-то вопросы, которые до конца не были решены. Но уже сам конец января, последние числа, это переход в прямое директное движение. И февраль-март у нас будет как действительно активная адаптация какой-то, либо связанная с новостью, либо к новым возможностям в нашей жизни, либо когда вообще обстоятельства меняются. И девятка жезлов нам говорит о чем? Что мы готовы к неожиданностям. Вот, наверное, кто меня сейчас смотрит, поэтому вы смотрите видео, потому что свое благополучие словно нужно отстроить в новом ключе. Может быть, в вашей жизни уже произошло столько перемен и столько тайн открылось, мои дорогие, что вас уже перестает что-либо удивлять. Даже то, что вы прежде говорили, нет, этого невозможно. А теперь вы понимаете, что действительно возможно все. Итак, сигнификация. Кто вы? Первая ваша карта. Девятка пентаклей. Но нам карта показывает более чем ресурсного человека. Шикарная карта. Это когда вы умеете зарабатывать. И неважно, что сейчас вы смотрите видео, и у вас какая-то сложная, допустим, ситуация именно по финансам. Поверьте, даже из патовой ситуации именно вы, благодаря правильному ходу мыслей, может быть, благодаря тому, что вы человек точно не ленивый, когда вы, ну, даже если это необходимо, и готовы, и можете отстроить свое благополучие даже с нуля. Меня смотрят люди из разных стран, и поэтому не печальтесь, не пасуйте. Правда, самая первая карта, по сути дела, это как итоговая идет карта, когда мы находимся словно на пике наших возможностей, и как и финансовых,
так и буквально интеллектуальных тоже, потому что по девятке пентаклей мы всегда что-то создаем, и опять же этот результат получаем в виде материального либо вознаграждения, либо каких-то бонусов, или оформления важных документов. И здесь могут проходить и вопросы жилья, ну, наверное, все то, что связано с Тельцом. И если мы говорим про Уран, Уран, как я уже сказала, про планета инноваций. Хоть и называют Уран планета-разрушитель, поверьте, Уран ничего не разрушает. Он нам помогает избавиться от каких-то ненужных проблем. То, что не будет служить нашему прогрессу. А Телец– это основные два направления– Земля и деньги. Поэтому, если Земля, мы говорим, это вопросы конкретно там, где вы проживаете, вопросы вашего дома могут быть на повестке дня. У кого-то это переезд, возможно, или вы уже совершили этот переезд и теперь пытаетесь организовать и свою жизнь и одновременно адаптироваться к новым условиям. Или это то, что вы планируете. Может быть, никуда вы не переезжали, просто находитесь дома, но нужно тоже что-то переделать. Одним словом, ваша территория пребывания. Это будет для вас иметь основополагающее значение. И второй момент– деньги. Откуда приходят деньги? Ваши финансовые активы. Внимание, может быть, к составлению документов финансовых или, в принципе, просчитывать вам, мои дорогие, может быть, на данный период времени уже что-то приходится. И здесь вы могли столкнуться по этой карте, что вам себя, ну, может быть, приходится перестраивать в финансах тоже, поскольку меняются какие-то общие правила игры. Не ваши правила игры, а это то, что приходит к нам извне. Все то, что касается вашего благополучия, сейчас стоит наиболее остро. Но, повторюсь, вы ресурсные. Вы сдаете экзамен жизни. Тройка пентаклей– это когда мы этот экзамен сдаем и переходим на новый уровень. Может быть, буквально кому-то предстоит экзамен, и тогда, поверьте, вы его выдержите успешно. Восьмерка пентаклей. Работай, у тебя все получится. Послушайте, удивительно. Нам показывают человеку, который более чем ресурсен. Значит, я так думаю, что мой расклад подойдет скорее тем, ну, особым, персонам, которые активны. Те, которые именно хотят что-то поменять, изменить. Или вы уже столкнулись с какой-то новой реальностью и понимаете, ну, мне себя реорганизовать приходится, может быть и так. Но восьмерка пентаклей, что-то у вас должно продолжиться. Экзамен этот жизненный, он не предполагает, что мы в корне от чего-то отказываемся. Есть та составляющая, может быть, это ваша профессиональная деятельность, есть то, что вы умеете делать очень хорошо, то, что вы умеете делать лучше всех. И именно это должно быть продолжено, но, возможно, в каком-то новом ключе. Так вот, для вас по восьмерке пентаклей может быть как и рост вашей популярности, как и получение новых должностей. Может быть, вы поставили уже перед собой эту задачу и тоже смотрите видео, насколько энергетика 2025 года способствует вашим начинаниям или каким-то продолжениям. Но всегда я говорю по этой карте: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Мои дорогие, по всем этим картам терпения вам точно хватит. Хорошо, давайте мы зададим такой вопрос. Что вы сейчас чувствуете? Король жезлов. Это харизматичный лидер. Да, вы можете чувствовать, что что-то вроде как и в ваших руках. Но король жезлов у нас ничего не делает. Это вообще человек, который больше склонен руководить, где-то командовать. Харизматичный лидер. Лидер это не значит, что он сам себе что-то наметил и прямо сразу же что-то осуществляет. Нет, здесь больше взаимодействия с окружающими. Может быть, у вас в данный момент времени какое-то взаимодействие с конкретным человеком. И мы не рассматриваем эту карту по знакам зодиака, хотя это больше знаки огня, Овен, Лев или Стрелец. Но это харизматика, это может быть кто угодно, это может быть тот человек, у которого огненный знак, допустим, находится в асценденте, а то и по луне, а человек этого даже может и не знать. Вот это лидерство какое-то, значит, есть какая-то важная персона в вашей жизни, но вы еще пока не знаете на период просмотра, как вам правильно с ним взаимодействовать, или что от него ожидать, кстати. Лидер, что с него возьмешь, он всегда действует по-своему. И посмотрите, десятка мечей, вам сейчас может быть очень больно. Что вы чувствуете, если мы спросили? Какая-то прошлая ситуация у вас
закрывается достаточно болезненным периодом. И тем не менее, мы идем вперед. Есть то, что должно быть продолжено, да? Но есть и то, что, ну, никаким образом мы не реанимируем или не начнем заново с нуля. Здесь какое-то новое начало. В середине у нас между этими картами как раз выпадает король жезлов. И для тех, точнее, кто сейчас смотрит мои видео, это точно есть какая-то персона. Может быть, от решения которой зависят очень многие процессы, именно процессы вашей жизни, как и финансовые, так и решение вопросов по жилью, или какие-то территориальные переезды, ваши планы, или вопросы денег, может быть, каких-то проплат, взаимодействий, погашение кредитов, может быть и так, финансовые какие-то еще документы, составляющие, или, в принципе, другие оформления документов. То есть какая-то ключевая персона у вас определенно есть. Ключевая она может быть по-разному. У кого-то это через работу, у кого-то через личную жизнь. Может быть, контакты с человеком, вы не знаете, что от него ожидать. Но вы смотрите это видео, и как будто у вас нет другого выбора. Вы пытаетесь уже теперь адаптироваться к новым условиям, повторюсь, к новой ситуации, потому что прошлое, вы не просто закрываете дверь, вы бы, может быть, и не закрывали, мои дорогие, но у вас что-то завершилось. И это вызвало, может быть, недавно, очень сильные эмоции. Когда вам кажется, вы поражены, ну, как обездвижены. На этой карте 10 мечей. Было бы достаточно одного, но нет, почему-то было именно 10. Словно у вас мог случиться такой стопор, когда вы либо что-то потеряли важное, либо кого-то, может быть, потеряли. Но все же я такое тоже допускаю. Вот эти сильные переживания, когда мы себя не можем собрать воедино, потому что нам себя во все сферы жизни одновременно нужно, ну, как-то по-новому обустроить или адаптировать, из чего начать тут тоже непонятно. И вот как эта ведьмочка, которая тянется за своей метлой, мы словно пытаемся ухватиться за ту возможность, даже пусть это возможность, которой прежде бы мы не воспользовались. А здесь поставила нас жизнь в такие рамки, когда нам другого просто не остается. И тем не менее, ну, насколько вам подходит этот расклад, я еще сигнификацию продолжу в том контексте, как карты видят, что же объективно вокруг вас сейчас происходит. Это то, как чувствуете, видите вы. Но обстановка вот вокруг вас в моменте здесь и сейчас, на момент просмотра именно видео, звезда. Вот таким сложным образом, повторюсь, у вас сейчас открываются новые возможности. Это как миссия ваша, ваша новая программа, карта звезда. В колоде Таро есть две карты выбора правильного направления. Одна – это карта Солнца, и это более короткий период, месяцев 6-8. А карта звезда – это как по Плутону. Плутон недавно буквально перешел в знак зодиака Водолей. И Плутон – это тоже, если Уран, мы говорим, планета-разрушитель. А Плутон нам помогает как раз быстрее забыть то прошлое, которое не может быть продолжено. И вот то, что было, может быть, за последующие 20 лет, есть, правда, какая-то данность, то, что мы не можем изменить. Но чему-то нас это научило. Нам дало какие-то ресурсы, навыки, возможности, от чего теперь вы можете оттолкнуться, но уже в каком-то новом ключе отстроить новую реальность. И это будет важно на последующие 10-20 лет. И карта звезда – это рост вашей популярности, я об этом сказала. То есть какая-то составляющая, вот как по девятке пентаклей, она у вас продолжается. Ваши планы, ваши мечты могут реализоваться. Да, от вас потребуется настойчивость, терпение, мудрость, мои дорогие. Но здесь качественно иной уровень жизни у вас уже на пороге. Но вы этого можете не видеть, потому что очень сильные какие-то разрушительные эмоции. Или совсем недавно у вас был стрессовый период. Тройка жезлов – это карта будущего. Посмотрите, как здорово. Если мы положим карта ресурсности, девятка пентаклей, то все то, что я говорила. И дальше у нас следует продолжение, карта звезда. Тройка пентаклей, я говорила, сдача экзамена, переход на новый уровень. А тройка жезлов – это карта будущего. И наша ведьмочка, посмотрите, у нее есть волшебная палочка. И она как будто себе сама формирует будущее.
расширение горизонтов, расширение кругозора, возможность переезда, возможность новой работы, возможность новой сферы деятельности, освоения вообще каких-то навыков. Или для вас, повторюсь снова, новое качество жизни. Вы теперь словно, вам кажется, мои дорогие, что я пока не вижу выхода. Но, может быть, если прислушаться к своей душе, вы как раз, скорее всего, можете уже предполагать, что вам говорит ваше шестое чувство. Доверяйтесь судьбе. Будьте реалистами в том плане, чтобы подмечать, что говорят люди, что происходит вокруг вас. Будьте осознанны в моменте здесь и сейчас. Но в то же время помните, что интуиция– это где-то наш интеллект и прежний пережитый опыт. Без каких-то сложных эмоций, а просто как опыт, когда мы можем от него оттолкнуться, чтобы не повторить какие-то ошибки. Ведь на пороге уже стоит будущее. Как же видят еще объективно карты? Продолжение. Паж жезлов. Новые начинания. Энергия, мои дорогие, обновление вашей энергии. То есть вы смотрите, и вот эта деструктивная ситуация, она вот-вот закончится. Для кого-то из вас это может быть как новые какие-то возможности по работе. Все же жезлы, дела, работа, бизнес и опять же деньги. И вверху у нас одна из лучших карт в колоде, восьмерка пентаклей, именно на деньги, на работу, на ваше продвижение. И поэтому, правда, тут какой-то прогресс, ну, практически уже он у вас на пороге. Что же видят еще карты? Семерка мечей. Хитрее вам быть придется. Вверху у нас карта харизматичного лидера. И с какой бы ключевой персоной вы бы не столкнулись, или что бы вам не обещали, хитрее это не значит, ну, где-то быть такому, знаете, прожженному прагматику. Нет, это быть реалистом одновременно и понимать, что люди могут манипулировать. Даже наши близкие нами пытаются манипулировать. Это реальность, это правда. Но, понимаете, не соскользнуть в какие-то эмоции, может быть, даже со знаком плюс, потому что у вас что-то будет меняться, вас что-то в ближайшее время воодушевит, это точно и вдохновит, я с уверенностью это говорю. И поэтому будет уже желание расслабиться, особенно после такого стресса. А тогда семерка мечей говорит, нет, будь внимателен к своим финансовым активам, к своим кошелькам буквально, может быть, электронным кошелькам. Ты не должен что-то прошляпить, ты не можешь что-то упустить из-под своего контроля, иначе в любой момент все может пойти наперекосяк. Поэтому, ну, вот такое предельное внимание, оно вам буквально помогает. Императрица. Императрица не может собой рисковать. Вот посмотрите, как, может быть, мы еще даже не начали с вами расклад, но вот этот нижний ряд, как карты видят ваше будущее или ваши уже теперь открывающиеся возможности. Здесь сама по себе возможность открывается на долгий период времени. По карте звезда мы, к сожалению, пока еще не знаем детализированно наши действия. Примите это к сведению. Но вы не должны от этого пасовать. Будьте готовы корректировать свои мелкие планы для того, чтобы осуществить что-то более важное, глобальное, как ваше намерение и цель, по сути, стать императрицей. И даже если меня смотрят мужчины, опять же, по полу карту мы не рассматриваем, ведь это карта ресурсности, это карта нового статуса. У кого-то по личной жизни может быть новый статус, у кого-то по работе. Но если мы сравниваем, говорю, мужчины, да, почему не император? Император более жесткие энергии, а карта говорит, договариваться придется. Императрица никогда себе не вредит. Это, по сути, олицетворение нового «я», нового качества жизни. Вот так видят вашу ситуацию, мои дорогие карты. И теперь, насколько совпадает сигнификация и одновременно продолжение, которое следует, давайте мы раскроем более глубоко и попытаемся с вами проанализировать 2025 год как раз на новые возможности. Итак, что нового войдет в вашу жизнь? Я достану по одной карте. При необходимости мы добавим другие. Что же нового войдет в вашу жизнь для тех, кто смотрит расклад сейчас? Или с чем это будет связано, с какой сферой жизни? Что нового войдет в вашу жизнь? События практически на пороге или то, к чему вы должны быть готовы, что в ближайшее время может произойти? Как событие ближайшего будущего. Что завершится или от чего вы откажетесь сами?
неожиданности и сюрпризы. Что вас будет радовать? Что вам будет помогать в течение 2025 года? Как изменится ваша жизнь, мои дорогие? Давайте узнаем. И совет от карт достанем. И чему, по мнению карт, нужно уделить внимание. Итак, что же нового войдет в вашу жизнь? Королева мечей – это карта независимого человека. Да, вот этот прежний опыт, разрушительный, десятка мечей, никуда не денешь, отстроить свою реальность как будто приходится заново. И вот та семерка мечей, а рядом императрица. Вот уже пожалела, что убрала карты, нужно было их отложить немножко в сторону, сгруппировать, чтобы они вам как напоминали. Но имеет место быть осторожному, внимательному, потому что карта королева мечей предполагает как раз, я достану несколько арканов, которые вам выпали, чтобы то, что у вас на повестке дня, карта на повестке года точнее, ну, может быть, бывает у нас один день решает очень многое. Так вот, чтобы вот эти энергии, которые протяженностью 20 лет, но начинаются в 2025 году, сохранить и одновременно себе где-то не помешать, королева мечей, она, с одной стороны, слушает свою интуицию и надеется сама на себя. Если мы спрашиваем, что нового войдет в вашу жизнь, вы меняетесь. Я могу предположить, что меня смотрят люди, которые прежде, ну, скорее бы согласились с кем-то или на что-то, или вы больше кому-то прежде доверяли. Но, видимо, обстоятельства вашей жизни вас делают более таким холодным человеком и где-то расчетливым. Вам другого не остается, потому что свое благополучие приходится кому-то отстраивать буквально с нуля. И причем работать придется много тоже, скорее всего. И причем действовать, опять же, где-то в одиночку. Вам будет помогать молчание, вам будет помогать буквально холодный расчет. И, что немаловажно, безэмоциональность. Как только вы соскользнете в эмоции со знаком плюс или со знаком минус, помните, вы словно теряете контакт с этой реальностью. Или вы перестаете где-то остро чувствовать критическим мышлением обстановку вокруг вас. И в течение всего 2025 года олицетворение королевы мечей. Это какая-то ситуация прежняя уже закончилась, но это не значит, что мы можем расслабиться. Нам нужно что-то продолжать, себя сохранять, но мы в более ресурсном положении. Давайте откроем следующую карту и узнаем, к чему быть готовым или события ближайшего будущего, как это может проиграться. Ну, наверное, продолжение. Следует принцесса мечей. Я описывала как принцессу мечей прообраз Медузы Горгоны. Я оставлю ссылку в описании под видео. Для кого это интересно, вы перейдете на мой сайт и прочитаете для того, чтобы более прочувствовать остро эти энергии. Это будет для вас совершенно необходимо. Из-за чего она пострадала? Из-за своего доверия и наивности. Медуза Горгона была прекрасная дева, которая была в то же время слишком доверчива. И где-то люди, боги точнее, этим воспользовались. Ну, это древнегреческая мифология, и согласно мифологии, боги, они где-то проживают ту же жизнь, что и мы с вами, люди. Они похожи где-то на нас. Поэтому эти энергии вам нужно учитывать. Вы не можете, опять же, ослабить внимание, вы не можете ослабить хватку, вы не можете чересчур кому-то довериться. С одной стороны, предыдущие карты нам говорили, не остается чего-то иного, как один какой-то способ действий. Но он должен быть у вас максимально выверенный. И значит, к чему быть готовому? А когда обстановка может каждый раз меняться, когда люди могут пытаться вами манипулировать, когда вам люди не говорят какой-то правды, вы не можете буквально расслабиться. Давайте я. То есть вот прежде какая-то ситуация вас должна была попросту закалить. С чем это может быть связано? Что спешит вашу жизнь? События ближайшего будущего. Я достану несколько карт. С чем вы можете столкнуться? Шестерка пентаклей. К вам придут деньги. К вам придут большие деньги. Для кого-то это ваш бизнес, получение
может быть, каких-то выплат, может быть, это гонорар, тут у каждого по-своему. Деньги вы как раз умеете заработать, но мало заработать, их нужно уметь удержать. Или вы поднимаетесь словно на пьедестал, судя по королеве мечей, меняете свой статус. Перед вами, мои дорогие, определенно откроются новые возможности, может быть, как и в плане заработков. Или вы найдете возможность, если вы сейчас смотрите видео, и у вас финансовая какая-то патовая ситуация. Вы все равно сумеете ее решить. По шестерке пентаклей нам помогают словно высшие силы. Но, о чем говорит карта? Помни, рука дающего завтра может быть рукой просящего. И все то, что я говорила, вы не можете ослабить хватку. Критическое мышление от начала до конца. Это как ваше второе «я». Как только вы где-то расслабились, тут действительно могут быть словно проверки вас на прочность через контакты с людьми, которыми, может быть, и не стоит доверять, или просто какая-то обстановка, ситуация будет требовать от вас предельного внимания, а вы что-то можете, расслабившись, упустить. Но высшие силы вам помогают, это точно. Значит, деньги где-то или финансовый вопрос вы точно решаете. События какие еще на пороге? Паж кубков. Эмоциональная палитра будет очень приятна. Для кого-то сентиментальная панорама будет тоже со знаком плюс. Это может быть предложение какого-то человека по части личной жизни. Это приятные эмоции тоже спешат в вашу жизнь, буквально как события на пороге. И правда, захочется расслабиться, захочется отдохнуть. Но по пажу это то, что не будет продолжаться до бесконечности. Это какой-то может быть у вас период, когда вы получаете как раз как результат какой-то, вас он порадует. Но если кратковременный отдых, то да, по пажу кубков. Или какое-то предложение, которое вы можете рассмотреть. Но сказать, что как-то этот период будет длиться долго, нет, конечно, по пажу кубков ничто не длится долго. Более того, 15-й старший аркан. Это как какое-то соблазнение. Может быть, соблазнение или сам по себе соблазн предложением каким-то, или предложением конкретного человека, или какими-то обещаниями. Помните, пустые надежды, как и пустые обещания, они ведут нас в патовую ситуацию. Или вот в ту условно десятку мечей возвращают. Почему, может быть, и нам говорят, будь хитрее, будь гибче. По дьяволу мы всегда, я должна сказать, получаем словно больше заряд бодрости, больше физической активности. Карта говорит, что физически у тебя хватит сил выдержать как эмоциональное напряжение, так и буквально, когда в какой-либо период жизни вам приходится много работать. Но есть еще момент, безусловно, финансовый, потому что дьявол – это еще и деньги. Значит, какая-то зависимая ситуация от денег у вас может сложиться. И поэтому то, что я сказала, помни, рука дающего может стать рукой просящего. А для кого-то вот этот паж кубков – это где-то приятные предложения, комплименты, обещания или буквально у кого-то страстная любовь. Но ведь это карта зависимости. Вы не должны, как и делать чего-то чересчур, но вы не должны быть зависимы чересчур от кого-то или доверяться чересчур кому-то. Мы попадаемся словно на удочку дьяволу, когда мы перестаем контролировать все то, что происходит вокруг нас, когда мы отключаем критическое мышление. Для вас дважды, трижды, четырежды это актуально в ближайшее время. Это то, что буквально ведет на ваш порог. Хорошо, каковы же еще события на пороге? Десятка кубков. Дай бог, для всех нас здесь могут быть решены как-то многие вопросы. Да, видимо, быть предельно осторожному определенно стоит, но есть и то, когда, словно обжегшись на молоке, не стоит дуть на воду. Десятка кубков – карта радости, карта счастья, обретение семьи. Или для людей семейных, значит, решение каких-то важных злободневных вопросов по части семьи или вашей пары. Здесь эмоции по максимуму. И благополучие по максимуму тоже. Значит, буквально на пороге у вас какой-то более чем и продуктивно, более радостный период жизни. Мне нечего добавить, но вот как-то так. Но все же 15-й старший аркан. Мы чего-то не должны прошляпить, мои дорогие. И это факт. Что завершится или от чего вы откажетесь сами.
Ну, наверное, если девятка чаш, а тут у нас дальше выпала десятка чаш. Вы знаете, девятка чаш, пусть в этой колоде нам показывают семью. А вообще я карту эту называю в других колодах карта эгоиста. Потому что в большинстве колод нам как раз показан человек в одиночестве. У него есть деньги, но он один. И часто рисуют человека, который, ну, буквально его не окружают какой-то или социум, или он не находится среди других людей, персонажей, и он в то же время доволен и счастлив. Именно составляющая финансовая какая-то у вас решается теперь. Но может быть, что завершится, как придет какой-то долгожданный платеж, вот я так могу предположить, или, мои дорогие, для кого-то завершится ваше одиночество. Именно девятка по нумерологии – это карта перемен. И я рассматриваю не просто эту колоду, а еще и в компоновке вообще с направлениями карт Таро. Поэтому для кого-то вам придется, может быть, пересмотреть прежние свои взгляды, если вы были один или одна, в сторону того, что вы будете взаимодействовать с какой-то ключевой персоной. И вы, может быть, на момент просмотра видео не верите этому человеку. Вы думаете, что он вас где-то подведет, обманет, или он прожженный прагматик, он какую-то свою стезю или свою панораму жизни хочет, желает отстроить благодаря участию или взаимодействию с вами. Но все же будут какие-то перемены. Тут некоторые из ваших взглядов в корне поменяются, как и на деньги, как и на благополучие, как и на место вашего пребывания, так и на ваше даже социум, мои дорогие. Вот это как будто неизбежно. Вы что-то будете завершать сами причем, от чего-то отказываться сами. Не в плане того, чтобы, как от семьи мы отказываемся, да, вам выпала десятка чаш, а отказываетесь от прошлого ради будущего, потому что у вас уже на пороге десятка чаш. Давайте мы с вами откроем неожиданности и сюрпризы. Мои дорогие, кто смотрит этот расклад, самое, наверное, может быть, неправдоподобное или самое сложное, самое тяжелое вы как будто пережили. Доверьтесь судьбе, правда. Туз Пентаклей всегда начинание. Это новые возможности. И олицетворяет он еще то семечко. Конечно, Пентакли у нас выпадают. Но это то семечко, которое мы, говоря аллегорически, посадим в землю, а в результате получим денежное дерево. То есть вопросы работы, вопросы финансов для вас будут активны. Или вопросы вашей занятости, откуда к вам приходят деньги. Но это же и организация собственной жизни, как с чистого листа. Вам придется, ну, как новый сценарий своей собственной судьбы, с учетом того, что вам приходит на порог, переписать и что-то начать заново. В неожиданностях приходит какая-то, как минимум, одна возможность. Иногда по этой карте составление важных бумаг, ваших важных документов, подписание, может быть, важных документов или бумаг, или получение вашей информации, которая вам дает словно старт. И это будет вас одновременно и радовать тоже. Давайте откроем, что же вас будет радовать, что вам будет помогать. Много возможностей. Но здесь не замечтаться. Семерка чаш – это карта, когда мы можем расслабиться и где-то потерять время. Поэтому карта сразу говорит, прокрастинация какая-то должна быть сведена к минимуму. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие, давайте откроем. Но вот, наверное, восьмерка мечей в этой колоде – карта больного ребенка. И мы с вами знаем, что когда мы больны, мы словно в каком-то неправильном формате ощущаем все то, что происходит вокруг нас. Так и буквально нам карта пытается эти энергии передать. Мать сидит у постели больной дочки и прикладывает компресс к ее голове. Скорее всего, она температурит. И мы знаем, когда у нас гипертермия, это правда, словно преломление нашего восприятия. Искаженное восприятие, так и называется эта карта. И как изменится ваша жизнь? Вы как будто прежде видели мир совершенно другими глазами, именно искаженно. Меняется ваше окружение, меняется ваша жизнь, меняется сама постановка многих вопросов, по многому, может быть, меняется ваше участие
или вашей занятости, или по части вашей работы, или по части откуда или каким образом приходят деньги, или еще какие-то вопросы. По восьмерке мечей мы прежде словно не могли сделать какой-то выбор или на что-то решиться. Вот здесь у вас будет больше решимости, это точно. С чем это может быть связано? Вот одно что-то у нас переворачивается. И снова шестерка пентаклей. Будьте внимательны, мои дорогие, по части финансов. К вам приходят деньги, к вам приходят возможности. Вы умеете зарабатывать деньги, об этом нам с самого начала говорили. Или вы как ресурсный человек. Вы правильно должны свои ресурсы распределить по части вашей активности, по части вашей занятости. Вы получаете в последующем деньги, и эти деньги, они тоже должны быть как-то правильно просчитаны. Не должно быть какой-то искаженной реальности. Для вас будет важен какой-то буквально финансовый точный просчет от начала до конца. С чем это еще будет связано? 20-й старший аркан. Вот как раз то, что я говорила по восьмерке мечей, но это олицетворяет старшие именно арканы. И обратите внимание, насколько красивая карта, наша ведьмочка, словно танцует одновременно, и из ее дудочки складывается какая-то волшебная мелодия, на которую буквально и бабочка прилетела, и кот даже на двух лапах пытается танцевать. Какая-то радость, мои дорогие. И 20-й старший аркан – избавление от боли, избавление от страданий, возрождение, мои дорогие. Как изменится ваша жизнь, переход на другой уровень. Не случайно выпадала карта императрица, мне нечего добавить. Давайте мы откроем карту совет. Король мечей. А посмотрите, нам выпала пара. Будет меняться ваша личная жизнь. Для многих из вас вы встретите человека в 2025 году, но это будет несколько иной, может быть, человек, нежели прежде был ваш социум. Или, может быть, у вас прежде был брак, были какие-то контакты, может быть, у кого-то были взаимоотношения. Но теперь человек, он словно в других энергиях. Вам придется адаптироваться и выстроить какие-то правильные взаимоотношения. Вам придется в течение 2025 года быть реалистом дважды, трижды, может быть, четырежды. Посмотрите, но у вас выпадают шикарные карты. Но есть и мечевые, причем какие? Персональные карты. Это как составляющая вас самих или тех людей, с которыми вы контактируете. Причем, как и ресурсность есть, безусловно, но это некоторая жесткость, она тоже присутствует. Или ваш социум, ваше новое окружение будет тоже находиться в этих энергиях, и вы не можете дать слабину, потому что вы словно, не будете находиться на одном уровне с теми людьми, которые будут как раз в вашей жизни играть ключевые роли. Не случайно, как и королева мечей, так и король мечей. Для кого-то конкретно из вас нужно уделить внимание, может быть, своему здоровью, потому что по королеву мечей у нас проходят люди в форме. Имеются и врачи тоже. Форма, конечно, совершенно разная может быть. И поэтому для вас ваша ресурсность, имеется ваша бодрость. Принимайте во внимание, что когда вы чувствуете больше физической активности, вам не случайно выпадал 15-й аркан. Здесь как будто вам будет он помогать, чтобы вы решили какую-то злободневную проблему по части здоровья. Может быть, обратившись к врачам, кто-то может смотреть и чувствовать недомогание, и вы все, никак не решаетесь. Ждете, когда само пройдет. Здесь тоже нужно более рационально, конструктивно даже вопросы по здоровью решать. Вопросы, которые связаны с оформлением документов, у вас должны быть, наверное, максимально перепроверены. А те вопросы, которые касаются с документами финансовыми, вы должны еще и просчитать, не только перепроверить. Прочитать, подстраховать себя, может быть, даже достать какую-то дополнительную информацию или заручиться поддержкой адвоката, юриста. Одним словом, вы должны сделать что-то наверняка. Вы не можете расслабиться на 2025 год. Да, открываются новые возможности, совершенно иное качество жизни. Но и от вас 2025 год требует, чтобы вы менялись. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.